Приветствую вас на канале Турист Лайф. Сегодня мы с вами посетим знаменитую историческую улицу Королевская миля, расположенную в Эдинбурге, Шотландия. В левой части улицы красуется башня с часами бывшей церкви Тронкирк, в которой сейчас располагается рынок шотландских мастеров и дизайнеров. Примечательно это место тем, что в средние века город был зажат оборонительными стенами, и жителям приходилось строить дома не в ширину, а в высоту. Здесь сохранились исторические здания высотой до 5-8 этажей, что было уникальным явлением для Европы того времени. Дойдя до башни и свернув налево, вы попадаете на кинематографическую знаменитую улицу Эдинбурга – Кёкберн-стрит. Эта улица была построена в 1850-х годах, чтобы соединить старый город с железнодорожным вокзалом в Уэверли. Именно на этой улице разворачивается ночная сцена сражения Алой ведьмы и Вижена с присмешниками Таноса из фильма «Мстители. Война бесконечности». Кёкберн-стрит – это рай для любителей Гарри Поттера и неформальной культуры. Эта улица славится своими магазинчиками с редкими музыкальными пластинками, шотландским крафтовым пивом, необычными сувенирами и культовыми товарами по вселенной Гарри Поттера. Пройдя по извилистой улице Кёкберн-стрит, мы вышли на оживленный перекресток у подножия старого города. Позади нас остался средневековый, мрачный и тесный старый город. Впереди за мостом и парком начинается новый город, район роскошной георгианской архитектуры XVIII века с прямыми просторными улицами. Оба этих района включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед вами устремленный в небо темный шпиль – это монумент Вальтеру Скотту, величайшему шотландскому писателю. Это один из самых больших памятников писателю в мире, его высота 61 метр. Монумент построен из темно-серого шотландского песчаника в неоготическом стиле. Его шпиль украшен множеством мелких архитектурных деталей арок. На фасаде памятника высечены 64 скульптуры. Все они изображают героев из его знаменитых романов и поэм, а также ключевых фигур шотландской истории. Внутри памятника скрытая узкая винтовая лестница из 287 ступеней. Поднявшись по ней, можно попасть на верхнюю платформу, откуда открывается один из лучших панорамных видов на Эдинбург и Эдинбургский замок. Мы с вами находимся на исторической площади на улице Гроссмаркет, расположенной прямо в глубокой низине у подножия на скале Эдинбургского замка. Главная визуальная особенность Гроссмаркета – это захватывающий вид на неприступную скалу Касл-Рок. Именно отсюда, снизу вверх, лучше всего ощущается масштаб мощи средневекового оборонительного сооружения. С XIV века и вплоть до конца XVIII века Гроссмаркет служил главным местом публичных казней в Эдинбурге. Здесь собирались огромные толпы зевак, чтобы посмотреть на повешивание преступников. Сегодня Гроссмаркет – это оживленная пешеходная зона, невероятно популярная среди местных жителей, студентов и туристов. Площадь застроена традиционными шотландскими тавернами, уютными кофейнями и ресторанами. По вечерам здесь кипит жизнь, играет живая музыка, а в пабах подают классический шотландский эль и виски. Друзья, если вам нравится видео, поддержите нас, поставив лайк, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Для тех, кто хочет угостить нас чашечкой кофе, ссылки в описании. Спасибо всем, кто это делает. Интересный исторический факт. В 1726 году здесь судили и повесили именно на этой площади местную жительницу Мэгги Диксон. После казни ее тело положили в гроб и повезли на кладбище, но по дороге покойница внезапно застучала в крышку и очнулась. По закону ее не имели права казнить дважды за одно и то же преступление, поэтому ее отпустили, и она прожила еще много лет под прозвищем «Полуповешенная Мэгги». Прямо на этой площади сегодня работает паб, названный в ее честь. Название площади переводится буквально как «травяной рынок». С 1400-х годов это была главная торговая точка города, куда фермеры пригоняли на продажу лошадей, коров, овец, а также свозили сено, траву и зерно. Архитектура зданий с высокими узкими фасадами вокруг площади до сих пор напоминает о купеческом прошлом. В нескольких шагах от площади Гроссмаркет находится самая фотографируемая улица Эдинбурга – Виктория-стрит. Это главное место паломничества под
работы романов со всего мира. Именно она послужила главным визуальным прототипом для создания косой аллеи в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Писательница Джоанна Роулинг жила в Эдинбурге и годами ходила по этой улице. Сходство стопроцентное, плавный дугообразный изгиб, мощенная брусчатка и множество тесно прижатых друг к другу разноцветных причудливых магазинчиков с независимыми лавками. Это уникальная инженерная особенность улицы, построенной между 1829 и 1834 годами. В отличие от преимущественно серого и строгого неокрашенного камня остального Эдинбурга, нижние этажи зданий на Виктория-стрит традиционно красят в яркие контрастные цвета – синий, ярко-красный, оранжевый и желтый. Это делает ее невероятно живописной в любую, даже самую пасмурную и дождливую шотландскую погоду. Поднявшись обратно на Королевскую милю, мы вышли на площадь парламента, посередине которой красуется собор Святого Джайлса, также известный как главная церковь Эдинбурга. Это духовное сердце Шотландии, действующий пресвитерианский храм, история которого насчитывает уже 900 лет. На самой вершине собора находится ажурный шпиль в форме королевской короны, построенный в 1495 году. Она символизирует независимость и королевский статус шотландской церкви. Именно в соборе Святого Джайлса в сентябре 2022 года проходила первая церемония прощания с королевой Елизаветой II. В течение 24 часов жители Шотландии могли прийти сюда, чтобы отдать монарху дань уважения, прежде чем гроб перевезли в Лондон. Внутри собора скрывается архитектурный шедевр начала 20 века – крошечная часовня старейшего рыцарского ордена Шотландии. Она знаменита своей фантастической резьбой по дубу и камню. Если присмотреться к деталям интерьера, там можно найти даже фигурки ангелов, играющих на волынках. Пройдя собор Святого Джайлса, вы увидите бронзовую фигуру отцу современной экономической теории Адаму Смиту в традиционном костюме XVIII века, опирающемся на плуг, который символизирует сельское хозяйство и труда, а у его ног лежит рулон ткани, символ торговли. Королевская миля – главная историческая артерия старого города в Эдинбурге. Это место уникально своей атмосферой, а сам Эдинбург притягивает миллионы путешественников и влогеров со всего мира. В Эдинбург приезжают увидеть величественный Эдинбургский замок, стоящий на вершине потухшего вулкана, и официальный дворец монархов Шотландии Холлируд-хаус. Эдинбург признан одной из самых мистических столиц Европы. Сюда едут ради ночных экскурсий с историями о призраках и ведьмах, подземных лабиринтах и старинных кладбищах. Поклонники вселенной Джоанны Роулинг штурмуют Эдинбург, чтобы увидеть место, вдохновившее писательницу, извилистую улицу Виктория-стрит и школа Джорджа Хэриота, прообраз Хогвартса. Практически каждое здание здесь дышит история, от собора Святого Джайлса до старинных таверн, где собирались шотландские просветители. Если вам нравится блуждать по мощенным мостовым, изучать старинные крепости и рассматривать готическую архитектуру, Эдинбург станет для вас идеальным местом. А также для тех, кого завораживают суровые драматические ландшафты, старинные замки, глубокие озера, окруженные черными скалами. Шотландия покорит ваше сердце.